Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мне хотелось бы ответить на один из вопросов наших подписчиков. Вопрос звучал так. Как воспитать финансовую дисциплину? Как научиться грамотно управлять своими деньгами? Хотелось бы вначале поговорить о том, чем отличается стратегия бедности от стратегии богатства. Как живет нормальный бедный человек? Как жили мои родители, родители моих родителей, как в начале своей взрослой жизни я жил. Все делается очень просто. В какой бы день в семью не пришли деньги, люди складывают их в одну кучу. А потом из этой кучи тратят на продукты, на коммунальные, на транспорт, на подарки, на все что угодно. Если к концу месяца что-то остается, тогда эти деньги откладывают либо на автомобиль, либо на летний отдых. Это стратегия бедности, когда все деньги складываются в одну кучу, или в одну банку, а потом оттуда расходуются во все необходимые направления. Стратегия богатства кардинально отличается от этого. Богатый человек вначале копит заработанные деньги, а потом тратит то, что накопил. Как это выглядит? Заработанные деньги богатый человек раскладывает по направлениям, а потом берет деньги с того направления, которое на это предназначено. В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что когда бедный человек берет деньги из общей кучи, он их берет до тех пор, пока деньги не закончатся. Как было часто в семье моих родителей. Если до конца месяца не оставалось денег, у них был повод пойти к соседке и одолжить десятку до получки. Тогда были такие цены, тогда были такие зарплаты. Богатый же человек, раскладывая деньги по направлениям и тратя их оттуда, когда у него в каком-то из направлений заканчиваются деньги, он ищет способ заработать деньги в это направление. И в другие направления не лазит. Это называется финансовая дисциплина. Она точно так же проявляется в семейных реалиях, точно так же проявляется на уровне компании или государства в целом. Как воспитать финансовую дисциплину? Какой есть простой и легкий инструмент для этого? Финансовые карманы. Как они устроены? Очень просто. Вы берете, клеите конверты. Каждый конверт подписываете. Это деньги на одежду, это на еду, это на транспорт, это на коммунальный, это на бизнес. Кстати, на бизнес карман должен быть самый большой. Количество карманов никакого значения не имеет. У вас их может быть 10, 15, 100, неважно. Мы можем откладывать деньги на долгосрочные покупки, мы можем откладывать деньги в пенсионный фонд и так далее. Самое важное правило в финансовых карманах – тратить деньги только из того кармана, который на это предназначен. На еду мы берем деньги только из кармана на еду. На одежду мы берем деньги только из кармана на одежду. И в соседние карманы не залазим. Как мы раскладываем деньги по карманам? В совершенно произвольном порядке. Какую бы сумму вы сегодня не получили, 100 рублей или 100 тысяч рублей, или 300 тысяч долларов, вы их раскладываете по карманам как хотите. Можете все деньги положить в один карман. Можете поровну положить в 2-3 кармана. Но как только начинается вопрос о том, сколько можно взять и потратить денег, мы берем только ровно столько, сколько есть в данном кармане. Рассмотрим такой пример. Предположим, вы решили купить себе новые сапоги. Сапоги стоят 240 долларов, а у вас в кармане лежит только 200 долларов. В остальных карманах у вас еще лежит 18 500 долларов. Вопрос, вы бедный или богатый человек? Судя по тому, какое количество денег у вас есть в запасе, наверняка вы богатый человек. Но если у вас есть финансовая дисциплина, вы понимаете, что у меня на сапоги есть только 200 долларов. Поэтому у меня есть два выхода. Первое. Либо найти сапоги за 200 долларов, либо поработать, заработать еще недостающие деньги и только тогда купить сапоги. Если же мы этим правилом пренебрегаем, вся система рушится. Как-то на одном из семинаров ко мне обращаются знакомые лидеры, говорят: ты знаешь, Валентин, мы создали твои карманы финансовые. Хочу сразу сказать, что они не мои. Я их встретил в литературе, уже 20 лет пользуюсь ими и обучаю этому разных людей, но автор, который изобрел эти карманы, был гениальный человек, надеюсь, он и сейчас есть. Итак, финансовые карманы. Лидеры говорят: у нас финансовые карманы не работают. Я у них спрашиваю: скажите, пожалуйста, а вы при недостатке денег лазите в соседние карманы? Говорят: приходится. Я говорю: вся система рушится. В работе с финансовыми карманами есть два несложных правила. Правило первое. Деньги, которые мы сегодня принесли в дом, мы раскладываем по карманам в произвольном порядке.
Хотим равномерно раскладываем, хотим все деньги вкладываем в один карман, никакого значения не имеет. И второе самое важное правило из всего: берем деньги только из того кармана, который на это предназначен. На еду берем только из кармана на еду, на одежду из кармана на одежду и так далее. Иногда бывает такая ситуация. Женщина решила купить себе сапоги, на которые у нее накоплены уже деньги. Она поехала на рынок, а ее размера не оказалось. Ей сказали: ну, через месяц привезем, будет ваш размер. И тут она идет и видит божественно прекрасная сумочка, которая идеально подходит к этим сапогам. И понимает, что раз у нее сейчас деньги есть, она покупает сумочку. Пусть даже сумочка в 3 раза дешевле, чем сапоги. Что она сделала? Она пренебрегла финансовой дисциплиной. Если у нее не было кармана на сумочку, сумочку покупать было нельзя. Почему? На сапоги она уже заработала, а потратила на сумочку. Второй раз на сапоги она уже заработать не может, потому что ей уже природа дала деньги на сапоги. Но цель на сумочку она уже не ставит, потому что сумочка у нее есть. Получается, деньги на сумочку она не зарабатывает, потому что она не просит, а деньги на сапоги она не получит, потому что она их уже получила и потратила не по назначению. Так вот, ключевой момент. Тратить деньги по назначению. И второе. Если у нас не хватает в каком-то из карманов денег, у нас появляется повод эти деньги заработать. Вот чем отличается богатый человек. Он не тратит те деньги, которых у него нет, и ищет любые способы для того, чтобы заработать деньги. Представьте себе, у вас есть большое желание купить какую-то вещь. Ну, предположим, 10-й iPhone. И у вас чуть-чуть не хватает денег. Но энергия желания у вас присутствует. Так вот, мы можем эту энергию желания направить на то, чтобы заработать дополнительные деньги. И эта энергия у нас есть, соответственно, и деньги мы заработать можем. Если же мы берем деньги из общей кучи, зачем зарабатывать деньги, пока мы не потратили все, что у нас было? Итак, ключевой момент. Финансовая дисциплина. Наличие финансовых карманов дисциплинирует нас. Самым лучшим способом создания финансовых карманов является альбом для фотографий 9×15. Мы открываем каждый разворот альбома, в один карманчик кладем надпись, на что предназначен этот карман, а во вторую складываем сами деньги. Просто, легко, удобно, идеально работает. Конечно же, это работает, пока у нас дома хранятся деньги в небольших количествах. Но через некоторое время у вас денег будет достаточно много, что хранить их дома будет уже не рационально или опасно. Тогда мы наверняка большие деньги относим в банк, кладем на счет, чтобы они хоть понемножечку, но приумножались. В таком случае мы ведем учет финансовых карманов на бумаге, хотя деньги лежат общей суммой. Финансовые карманы очень простой и эффективный инструмент. Больше об этом инструменте вы сможете прочитать в нашей книжке «Как привлечь, сохранить и приумножить деньги» и множество других рекомендаций, которые касаются финансовой темы. Спасибо.